Когда на свет появился первый сезон «Игры в кальмара», интернет буквально взорвался. Сериал стал не просто премьерой, а целой культурной сенсацией, обсуждаемой во всем мире. И вот, несколько недель назад вышло продолжение. Стало ли оно провальным? Как бы не так. Всего за 3 дня сериал набрал 68 миллионов просмотров и занял первое место в 90 странах мира, побив рекорд Netflix и обойдя даже Wednesday. А все благодаря гениальному маркетингу. Сегодня мы разберем, почему успех первого сезона не гарантирует популярность второго, как эмоция страха заставляет нас включать Netflix, как весь мир стал огромной игровой площадкой, почему бренды борются за наше свободное время и как партизанский маркетинг превращает рекламу в вирус. Вы можете подумать, а зачем Netflix вообще тратить столько денег и усилий на промо-сериала, который изначально в этой рекламе как будто бы не нуждается? Ведь первый сезон стал хитом, а значит у сериала уже много фанатов, которые точно его посмотрят. Более того, наверняка же найдутся люди, которые скажут, если много рекламируют, значит сериал говно. Хороший продукт продаст себя сам. На самом деле все не так просто. Представьте, приходите вы вечером с работы, у вас есть всего 2 часа свободного времени, и вот, садитесь вы на диван и решаете, как бы это время провести. Открыть ролик на ютубе, посмотреть фильм, который давно хотели, запустить игру или же залипнуть в инстаграме, скролля бесконечную ленту Reels. В итоге получается так, что каждый из нас выберет что-то свое, в зависимости от того, какую условно рекламу он увидел. Если вчера ваш любимый блогер заинтересовал вас какой-то своей историей, вы в первую очередь побежите на его страницу, чтобы проверить, не вышло ли продолжение. Если на работе друг порекомендовал вам крутую игру с захватывающим сюжетом, став в таком случае адвокатом бренда, вы скачаете ее и проведете за ней весь вечер. А если вдруг по дороге домой вы в 5-й раз наткнулись на баннер с рекламой нового сериала, вы сдадитесь и посмотрите его. В итоге получается, что маркетологи со всего мира борются за наше с вами внимание и время, которое вообще-то ограничено. Если сериал, даже самый крутой и популярный, не будет делать рекламу, люди просто примут решение в пользу другого досуга. Другая причина — наша память. Да, события первого сезона вызвали у нас бурю эмоций. Однако с того момента прошло много лет, и мы уже давно забыли, каково это было, какие события там происходили, и что за эмоции мы там испытывали. Но стоит только увидеть ролики, персонажей, услышать знакомую музыку, увидеть эту куклу, которая когда-то была только в сериале, а теперь выбралась аж в реальный мир. Мы невольно возвращаемся в те эмоции и снова хотим погрузиться в историю, чтобы испытать те самые ощущения. Маркетинг не просто продает нам идею смотреть сериал, он заставляет нас испытывать эмоции и стать частью большого события. И большую роль в этом играют соцсети. Именно благодаря вирусным роликам и массовым обсуждениям создается тот самый ажиотаж, благодаря которому мы так в это вовлекаемся. Наверное, самой яркой и отличительной особенностью этой кампании стали перформансы в реальной жизни, масштабные инсталляции. Наверное, самым запоминающимся стал перформанс в Бангкоке. Вы только посмотрите, насколько масштабно это выглядит. Особенно если на секунду представить, что вы стоите там и видите это все своими глазами. Однако было бы не так интересно, если бы все закончилось на одних перформансах. По-настоящему гениальный ход, к которому прибегли маркетологи, это создание реального опыта для зрителей через игры в реальной жизни. Так, например, в Варшаве отстроили целый павильон, где все желающие могли принять участие в настоящих играх. В других городах также можно было погрузиться в эту атмосферу. Вот, например, так выглядел павильон в Сеуле. Пока все в интернете только и говорят о новом сезоне игры в кальмара, я приняла в ней участие. Ну как в ней? Не в самой игре, конечно, а в 5 мини-играх из сериала в рамках поп-ап-выставки в Сеуле. Декорации максимально близки к тем, что были в сериале. Сначала мне помогли сделать фото участников будки и даже разместили на стене. Затем огласили правила, сказав, что на каждую из 5 игр дается по 2 попытки. В качестве призов были шариковые ручки, брелки и стикеры, а за регистрацию дали хэтпэк. Однако, наверное, самой охватывающей локацией стало метро. Вы только представьте, едете вы по делам на работу, и тут такое.
На станциях также сделали локации с играми, в которых могли принять участие все желающие. А сами вагоны были очень круто и стильно обклеены рекламой. По-моему, выглядит очень мило. С одной стороны, такие перформансы хорошо работают на сближение с аудиторией и создание доверия к бренду. Ведь согласитесь, одно дело, когда вы просто видите рекламу где-то в интернете, и совсем другое, когда вы сами сталкиваетесь с этой гигантской куклой, людьми в красных комбинезонах, которые раздают вам загадочные карточки с приглашениями. Даже если вы изначально не хотели смотреть сериал, такой масштаб в реальной жизни может захватить вас настолько, что вы захотите продолжение и включите серии. Но даже если вам не повезло встретиться лицом к лицу с подобными перформансами, они вас точно настигнут, только уже в соцсетях. Это еще одно преимущество подобных акций. Если вы делаете что-то безумное и неординарное, обязательно найдутся люди, которые подснимут это и выложат в интернет. Так появляется следующий уровень работы с контентом, а именно UGC-контент, то есть контент, созданный пользователями. Кто-то сделает фотографию, выложит видео, запустит обсуждение в Твиттере или, как это сейчас делаю я, снимет ролик на YouTube. Получается, что каждая такая акция разлетается по сети и генерирует еще больше контента. Так о сериале начинает узнавать весь мир, а событие из локального превращается в глобальное. Но больше всего в таких роликах мне нравится контент, сделанный по принципу партизанского маркетинга, когда ролики снимаются так, будто бы то или иное событие происходило на самом деле, и его просто подсняла скрытая камера. Как будто бы это не снималось специально, а было собрано пользователями. Такая компиляция из нарезок со скрытых камер и видео очевидцев. Как по мне, смотрится очень круто и сразу привлекает внимание. Это мне, кстати, напомнило один кейс, который был выполнен несколько лет нашей командой в компании Иви, в которой я, кстати, работаю. Почему мне, как вы думаете, эта тема настолько интересна? Тогда мы работали над промо-сериала «И снова здравствуйте». Сюжет состоял в том, что главного героя постоянно убивают, но умереть он не может и постоянно воскресает. В самой первой серии был момент, когда главный герой просыпается в морге, и там его обнаруживает молодой практикант. Так вот, специально для промо этого сериала был создан ролик из морга, как будто бы подснятый скрытой камерой. Актер сыграл прям очень хорошо, а видео разлетелось по всем новостям. Кадры, правда, выглядят немного жутковато, но эмоции вызывают. Поэтому я очень люблю, когда маркетологи придумывают что-то из ряда вон выходящее. И тем самым создают эмоции, которые люди потом еще долго могут вспоминать. Это та часть маркетинга, которую я обожаю. И согласитесь, это гораздо интереснее, чем обычная реклама в стиле «купи-купи». А что насчет брендов? Они, конечно же, тоже подсуетились и сделали совместные коллаборации, которые собрали еще больше внимания. Вот, например, потрясающий перформанс совместно с Макдоналдсом. Your attention. You are officially invited to McDonald's to play the Squid Game Dalgona Candy Challenge. This is a game of make or break, where the risks are high, but the rewards are even higher. Ой, жалко, у нас таких перформансов не делают. Хотела бы я заточить сейчас бургер из этого набора. Вы, кстати, заметили, что во всех акциях участвуют 4 элемента, которые делают бренд узнаваемым. Догадаетесь, какие? Это чуваки в красном, огромная кукла, музыка, которая повторяется из раза в раз, а также карточки с символами или загадками, которые всем раздают. Просто это самые эмоциональные и выбивающиеся из обыденности атрибуты. И если бы они использовали, например, зеленые костюмы героев, не было бы в этом всем этих эмоций, такой напряженной атмосферы и триллеровости. Хотя костюмы, конечно, тоже крутые. Я даже видела, что в каком-то магазине, кажется, их продавали. В Бургер Кинге, кстати, тоже сделали такую акцию. Так что ребята не отстают. Также ребята из Domino's Pizza сделали акцию в честь выхода сериала и даже сняли несколько классных рекламных роликов. Зацените. Life doesn't always go as planned, which is why Domino's is giving you an emergency pizza. A free pizza to use when you need it most. No matter the reason, Domino's has you covered.
Get your emergency pizza when you order Domino's online. Да, и в магазинах тем временем появилась куча брендированной еды в тематике сериала. Вы только представляете, какой это невероятный охват. Еще одна коллаборация, которая мне понравилась и которая на самом деле довольно популярная, это создание тематического меню в ресторанах. В Иве при планировании промо-компаний этот пункт довольно часто появляется в наших стратегиях. Возвращаясь к тому же сериалу и снова здравствуйте, мы тогда брендировали кофейню к выходу 2-го сезона. На самой кофейне повесили вывеску с названием сериала, а внутри продавались тематические напитки и сладости. Давайте уже отойдем от темы еды, а то я не выдержу до конца видео и сорвусь на кухню что-нибудь себе готовить. Вот, например, Puma выпустила новый дизайн кроссовок, вдохновленных сериалом. Вы только посмотрите на эти стельки, это же просто фантастика. Розовые тоже крутые, я бы их надела. А для преданных фанатов Netflix также выпустила мобильную игру по мотивам сериала. Слышали об этом? Я вот, если честно, узнала только тогда, когда готовилась к записи этого ролика. Ставьте лайк, если сейчас пошли ее скачивать. В общем и целом, компания и правда получилась заметной и очень шумной. Инфополе наполнено яркими трендами. Да и сами люди, судя по ощущениям, очень впечатлены подобным масштабом. И как по мне, это идеальный формат маркетинга, когда компания делается не только ради продаж, но и для развлечения, ради ярких эмоций и создания по-настоящему грандиозного события. Какие вообще мы можем сделать для себя выводы? Во-первых, при создании контента обязательно нужно делать ставку на эмоции, а для этого заранее продумать, какие они будут. Игра в кальмара, например, непосредственно связана с эмоцией тревоги. Но может быть ваш продукт или бренд отсылает совершенно к другим чувствам. К счастью, к ностальгии, к смеху или наоборот к грусти. Если вы найдете свою эмоцию и сможете вписать ее в ваш контент, вы точно будете выделяться. Второй момент — узнаваемость. Как маркетологи игры в кальмара используют одни и те же атрибуты — цвета, костюмы, куклу. Также и вам нужно понять, какие отличительные особенности есть у вас или у вашего бренда, которые помогут вам выделяться. Если хотите, я могу сделать ролик про создание своего уникального образа и стиля, по которому вас будут узнавать и выделять на фоне других. Напишите, если вам это интересно, в комментариях. Ну а также делитесь, понравилось ли вам то, что учудил Netflix. Какие из промо-акций впечатлили вас больше всего? И какие вообще вы получили впечатления от нового сезона? Ну а мы встретимся с вами в следующем видео. Пока-пока!